Говорят, лучшие друзья девушек – это бриллианты. Уверена, большинство зрительниц канала «Классика орхидейного жанра» вам скажут, что это не так. Наши лучшие друзья – это орхидеи. Блестящие и сверкающие, яркие и манящие. В сегодняшнем видео я покажу вам то, что в обычной жизни остается за кадром, и то, что очень подходит для праздничного видео. Вас ждет грандиознейшее путешествие от Атлантического океана до Тихого, из зимы в лето. Получилось у других, получится и у вас. Этому можно научиться. Сегодня на канале несколько историй зрительниц о том, как они учились премудростям выращивания орхидей. Если вам нравится то, что делаю я, пожалуйста, поставьте пальчик вверх под видео и напишите комментарий. Это поможет каналу и алгоритмам YouTube в продвижении видео. И привет, друзья! Вы на канале «Классика орхидейного жанра». Многообразие красок, видов и сортов орхидей вы найдете на канале «Классика орхидейного жанра». Такими словами начиналось одно из коротких видео на канале. Давайте посмотрим на те виды орхидей, которые в повседневных видео на канале остаются за кадром. Я небольшая почитательница котлей, но эту орхидею не могла не купить. Все дело в ее цвете, который напоминает цвет полевых цветов из детства, которые мы называли огоньки. Научное название этих ярких цветов – купальница азиатская. В народе же их называют жарки или огоньки. Эту котлею, впрочем, как и многие другие орхидеи у себя дома, я ращу с очень маленького, практически микроскопического размера. Летом прошлого года котлея вырастила сразу 3 новых роста, с которых и состоялось цветение 2024 года. Цветение котлеи Golden Satisfaction или золотое удовлетворение в этом году двойное – и зимнее, и весеннее. В январе котлея зацвела с 2 вызревших псевдобульб, а цветы на 3-й бульбе распустила в начале марта и к празднику стала истинной красавицей. Если вы не так давно присоединились к каналу «Классика орхидейного жанра», то я расскажу вам, что все видео о прочих видах орхидей хранятся в отдельном плейлисте, который так и называется «Прочие виды орхидей». Ссылки на все плейлисты, которые я буду упоминать в этом видео, я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Полного видео об этой орхидее на канале пока нет. На ваших экранах Dendrobium phalaenopsis или Dendrobium двугорбый. Да-да, та орхидея, которую в народе принято называть Dendrophalaenopsis, тоже дендробиум. Эту орхидею до пышного цветения я взращивала почти 2 года, и это 2-е цветение у меня дома. В течение нескольких месяцев Dendrobium phalaenopsis выращивает новую бульбу. С нее же цветет почти 9 месяцев в году. Блестит на солнце, аж глаз слепит. Впрочем, это можно сказать обо всех орхидеях, которые я буду показывать в этом видео. О зигопеталуме есть отдельное видео на канале, и в этом видео я говорю зрителям о том, чтобы они прежде изучали информацию об орхидее, а уж потом покупали ее. Этим летом зигопеталуму досталось. Крючок, на котором он висел буквально под потолком на открытом балконе, сломался, и зигопеталум разбился о бетонный пол балкона. На тот момент я полагала, что такие раны несовместимы с жизнью орхидеи. К счастью, я оказалась не права. Теперь вместо одного у меня 2 зигопеталума. В новых посадках от разбившихся бульб выросли новые побеги, которые зацвели в начале 2024 года.
Более слабая деленка зацвела первой, 2 цветоноса и 8 цветов на них. И снова можно сказать, яркие, аж глаз слепит. Более сильная деленка торопилась распуститься к празднику, но не успела. Тоже 2 цветоноса, но на каждом из них уже по 6 цветов. И поскольку зигопиталум только распускается, радовать нас он будет еще несколько месяцев. Еще одна невероятно яркая, благородная и ароматная красавица, а по совместительству многодетная мама, которая растит на своих цветоносах сразу 3 малышей. 2 детки сразу на одном цветоносе и 3 на втором. Леодора стала главной героиней сразу нескольких видео на канале. Именно на ее примере я показывала вам, как правильно сломать цветонос орхидеи для пышного цветения. Сейчас моя Леодора занята более важными и глобальными задачами. Она зацветает сама, растит сразу 3 малышей, одна из малышек, в свою очередь, тоже выпустила цветонос. Тем не менее, пышное цветение Леодора я вам все же покажу. Команда участников канала «Классика орхидейного жанра» в Telegram готовилась к этому дню. И новые, и бывалые зрительницы канала присылали свои видеоотчеты и поздравления для всех вас, дорогие, горячо любимые зрительницы YouTube-канала «Классика орхидейного жанра». Этому действительно можно научиться. Научиться понимать орхидеи и получать грандиозные результаты, используя методы канала. Встречайте Оксану из Астрахани с ее видеорезультатом. Посылаю вам свой видеоотчет о цветении моего Леодора. Я так же, как и вы, не люблю цветоносые удочки, и поэтому, когда я увидела ваше видео «Сломай его так», решила провести эксперимент. Эксперимент провожу уже 2-й год, так как он оказался удачным. Ломала цветоносы возле первой живой почки, но при условии того, что начинал расти новый молодой цветонос. И орхидея не устает меня радовать своим пышным цветением, прекрасным, благородным ароматом. Поэтому, Наташа, хочу вас поблагодарить за все ваши методы, за все ваши секретики, за то, что вы нас учите понимать наши орхидеи и пожелать процветания вашему каналу. Дорогие женщины, зрительницы YouTube-канала «Классика орхидейного жанра», поздравляю вас с 8 марта, с Международным женским днем. Меня зовут Оксана, я проживаю в городе Астрахань. Всем астраханцам привет! Желаю всем воплощения заветных желаний, позитивных эмоций, гармонии, отличного настроения, радости от каждого мгновения. Пусть нашу жизнь украшают прекрасные загадочные орхидеи. Будьте счастливы, благополучия в семье, мирного неба над головой. Всем удачи, исполнения желаний, прекрасных солнечных, теплых весенних дней. Это заразно, но не опасно. Канал «Классика орхидейного жанра» не только знакомит вас с миром орхидей, но и влюбляет вас в новые виды орхидей. Знакомство многих зрителей на канале с пафиопедилумами или венериными башмачками началось именно на канале. Большие и очень миниатюрные, одноглазые и буквально глазастые, породистые и гибридные, но не менее прекрасные. Выращиванию пафиопедилумов в квартирных или домашних условиях посвящено несколько видео на канале. И если из этих кадров вам показалось, что пафиопедилумы все маленькие, это не так. Посмотрите на свои экраны. Размер цветка пафиопедилума Harry Stage достигает диаметра от 14,5 до 16 сантиметров. Посмотрите, цветок больше, чем брутальная мужская рука. Даже пальцы пришлось растопырить. А теперь видеоотчет из Казахстана. Ведь недаром 8 марта – Международный женский день.
Здравствуйте, Наташенька и зрители канала «Классика орхидейного жанра». Меня зовут Виолетта, я из города Алматы, Казахстан. Почти год, как я увлеклась орхидеями. Ранее не имела практически никакого опыта с растениями. Росли у меня 2 подаренные орхидеи и молочай. Можно сказать, сами по себе. 10 месяцев я на канале «Классика орхидейного жанра», и моя коллекция растет в геометрической прогрессии. Благодаря Наташиным знаниям я учусь находить подход к моим любимицам. Это такая радость смотреть на их рост, развитие и цветение. Появилась уверенность, что с классикой орхидейного жанра я все смогу. Дорогая Наташенька и зрители канала «Классика орхидейного жанра», поздравляю вас с праздником весны! Желаю вам мира, добра, солнышка, ясного неба, тепла, любви и счастья. Пусть цветочки приносят нам радость и красоту. Благодарю вас, Наташенька, что вы у нас есть, за ваш самоотверженный труд, за эту нелегкую миссию, за любовь, которую вы излучаете. Вы делаете этот мир лучше. К слову сказать, Казахстан занимает 5-е место в топе регионов, активнее всего смотрящих канал «Классика орхидейного жанра». А на 4-м месте Германия, в которой достаточно сложно выращивать орхидеи из-за особенностей климата. Но у зрителей канала все получается. Здравствуйте, меня зовут Ренита. Я живу в городе Гамбург, Германии. На канале «Классика орхидейного жанра» я уже почти с самого начала, с весны 2021 года. Каждую неделю смотрю Наташины ролики, учусь от нее. Если есть какие-то вопросы, спрашиваю, она всегда мне отвечает и помогает. Орхидеи – это вся моя любовь цветочная. Я вообще-то люблю все цветы, но орхидеи и розы больше всего. А так как у нас погода не очень-то, то я увлеклась больше орхидеями, потому что в доме они цветут круглый год и радуют меня. Вот хочу сегодня поделиться моей красотой, которая меня окружает. Поздравляю всех женщин с праздником весны, с 8 марта. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, чтобы наши родные и близкие были здоровы тоже и радовали нас. А в небе было мирное небо, и солнышко нам улыбалось. И тогда все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо. А теперь в обещанное путешествие с берегов Тихого океана до берегов Атлантического. Во Владивостоке на берегах Японского моря живет Евгения, зрительница нашего канала. От лица всех дальневосточников Евгения передает вам привет и поздравления с праздником. Здравствуйте, дорогие участники канала «Классика орхидейного жанра». Меня зовут Евгения Тынянская, я из России, из города Владивостока. С каналом «Классика орхидейного жанра» дружу очень давно, даже, вы знаете, я не помню, сколько времени. За это время жизнь моя и моих цветов кардинально изменилась. Самое главное, что свои цветы я перестала терять. Теперь они живут, теперь они здоровы, они радуют меня своей красотой, своим цветением. Если вы хотите, чтобы у вас также все было, присоединяйтесь к нам и станьте такими же, как мы, единомышленниками канала «Классика орхидейного жанра». Хотела бы поздравить дорогих дам, девушек, женщин с этим замечательным праздником. Хочу пожелать в этот чудесный весенний день невероятных подарков, в том числе от природы, которая сейчас выходит из зимней спячки.
Хочу и пожелать вам, чтобы ваше сердце всегда было наполнено радостью и счастьем, а жизнь была полна прекрасных моментов, которые запомнятся на всю жизнь. Мы с вами настоящие королевы нашей жизни, которые вносят свет и тепло в сердца всех людей на планете. Пусть все наши мечты сбываются, а любовь и тепло окружают нас. И пусть наши орхидеи балуют нас своей неземной красотой. С праздником, дорогие! Несмотря на то, что на календаре весна, сегодня во Владивостоке на берегах Тихого океана шел снег. А на острове Фуэртевентура в Испании, где живет наш специальный корреспондент Элина Унгер, вечная весна. Канарские острова – архипелаг в Атлантическом океане. Вот такая необъятная география у зрителей и подписчиков канала «Классика орхидейного жанра» от Тихого океана к Атлантическому. Дорогие девочки, сегодня самый нежный, самый светлый и один из самых прекрасных дней в году – 8 марта, начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. На Канарских островах тепло круглый год, и в этот праздничный день я хочу подарить это тепло вам, дорогие зрительницы канала «Классика орхидейного жанра». Пусть ослепительный свет Испании поселится в ваших домах, в ваших сердцах и в ваших душах. Пусть красота природы вдохновляет, а начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни. С горячим приветом с острова Вечной Весны, Фуэртевентура, ваша Элина Унгер. С праздником, друзья! Где-то вечная весна, где-то весна на пороге, а где-то земля еще полностью скована снегами. А давайте за один миг махнем из солнца и тепла обратно в зиму. Если в этом году вам не довелось посмотреть на настоящий белый пушистый снег по пояс, у вас сейчас будет эта возможность. Зрители канала «Классика орхидейного жанра» живут по всему миру, в каждом уголке земного шара, от заполярного круга до экватора. Дорогие подписчицы канала «Классика орхидейного жанра», дорогие любимые девочки, я Светлана Симонова, Россия, Владимирская область, поздравляю от всей души и от всего сердца с наступившей весной и Международным женским днем. Да-да, международным. Пусть в каждый уголок мира, в каждое сердце, в каждый дом проникнет весна, придут яркие краски, насыщенный яркий день. Пусть вам дарят цветы, говорят комплименты. Пусть этот день будет наполнен эмоциями, улыбками. Здоровья вам, дорогие девочки, и красивой, яркой, сочной весны. И вот на этом белом, как чистый лист моменте, видео должно было закончиться. Но уже поздней ночью, в преддверии 8 марта, зрительнице из Германии удалось отправить свой видеоотчет. Я не смогла его не вставить в это видео, ведь было приложено столько трудов и столько попыток это сделать. Встречайте Галину из Германии и ее сюжет на тему «Когда терять уже было нечего». Приветствую всех зрителей канала «Классика орхидейного жанра». Меня зовут Галина, я живу в Германии. На канале «Классика орхидейного жанра» я с начала прошлой осени, и услышав о рецептах использования алоэ вера и толстянки на орхидеях при их уходе, решила воспользоваться. Терять было нечего. Уже несколько лет не цвели орхидеи и были ни живые, ни мертвые. Спустя несколько недель я заметила
что почти на всех моих орхидеях появились цветоносы. Кто-то уже вот доцветает, некоторые только набирают силу, цвет и цветут таким пышным, буйным цветением. Обрадовала, конечно, меня вот эта вот красавица, которую я уже не видела в цветении несколько лет, а тут выпустила даже 2 цветоноса сразу. Пахнет она обалденно. Все орхидеи, что вы сейчас видите, это домашнее цветение. Я такого у себя еще не видала. И это все вот благодаря рецептам Наташи. Огромная ей благодарность. А также поздравляю всех женщин, девчат, девушек с праздником 8 марта, с праздником весны, красоты, жизни, всего прекрасного, цветущего. И желаю процветания вам, желаю процветания каналу «Классика орхидейного жанра» и всего-всего самого наилучшего. Делитесь любовью, делитесь красотой. У меня делиться красотой получается вот окно, которое выходит на юг, и мои все орхидеи стоят на обозрение всего района, чтобы не только я и мои близкие любовались, но и все, кто мимо проходит и заглядывает к нам в окна. Так что дерзайте, экспериментируйте, пробуйте. Орхидеи вам только отблагодарят пышным цветением, здоровыми зелеными листиками и множеством прекрасных, красивых корешков. Вот такая она, наша орхидейная семья. Мы – команда единомышленников канала «Классика орхидейного жанра». Мы выращиваем орхидеи без применения химии и химически синтезированных препаратов. Мы используем только то, что дарит нам сама природа. И достигаем в этом выращивании воистину парадоксальных результатов. И в этот чудесный весенний день я хочу пожелать всем вам таких же результатов. Пусть сегодня запустится эстафета добрых слов, теплых объятий и прекрасных поступков во имя добра и света. Пусть сегодня солнце светит в 2 раза ярче, и улыбок вокруг становится в 2 раза больше. Пусть аромат цветов окружает нас не только в женский день, но и приносит радость и благополучие на протяжении всей нашей жизни. С праздником, милые и добрые, ранимые и душевные девочки! Присоединяйтесь к нам, если вы еще не стали частью нашей команды. И помните, что впереди у нас невероятно много интересного.